Мы с вами успели сменить задние тормозные колодки. И тут же напоминаем всем водителям, которые управляют своим автомобилем и не знают, когда без учета ТО сменить вовремя колодки и не остаться с определенной проблемой. У нас она небольшая, но осталась. Повредили тормозной диск. Значит, ничего опасного не произошло, но в современном автомобиле должен был прозвучать сигнал о износе колодок заднего контура тормозной системы. Значит, но почему так произошло, что до голого металла довели всю схему, а сигнала не последовало? Здесь все не очень сложно. При смене тормозных колодок необходимо обязательно обратить внимание на суппорта. Не отпускает обратно тормозную колодку система, либо вибрация. И таким образом постепенно одна колодка, которая не имела возможности возвращаться обратно, она изрядно износилась. Вот так, скрипя своими колодками, мы спускаемся с очень высокого поребрика. Значит, откуда эти скрипы? Мы с вами должны сейчас рассмотреть. Автоматическая коробка передач. Именно она и создает такие странные звуки. Странный звук — это не что иное, как новые колодки, которые должны притереться, предположим, несколько дней, а значит несколько километров. Бывает это по-разному. Все зависит от состояния тормозных дисков. Если они в плохом состоянии, значит, оставлены следы такие глубокие, если так можно сказать, царапины, борозды во время торможения и, будем так говорить, некачественных колодок, значит, поверхность будет очень плохой, неудобной для торможения, а значит, притираться колодки будут долго. Значит, коль колодки новые, значит, они имеют не очень гладкую поверхность. Не очень гладкая поверхность и создает такой шум. Многие водители говорят: у меня на механической коробке передач такого нет. Как только колодки притрутся к дискам, значит, конечно же, будет более спокойный стиль, точнее, звук торможения, но он останется. Потому что теперь делаем определенный вывод. Почему все-таки на автомате скрип усиливается, а на механике его не слышно? Машина набирает обороты за счет автоматической коробки передач. Мы тормозим, удерживаем, зажимая
колодки к дискам и создаем искусственно скрип. Без этого уже нельзя, ведь мы с вами тормозим. Есть и механическая коробка передач, уже об этом говорили. Отпуская сцепление, нога находится на педали газа, и мы очень редко слышим лишний скрип. Если создадим такую схему съезда с поребрика, значит, конечно же, и ощутим мы с механикой такой дополнительный скрипящий, скрежещий, неприятный звук. На автомобиле марки Honda на тормозных колодках есть металлические лепестки, которые предназначены для предупреждения, если износилась тормозная колодка. Как только меньше нормы становится толщина тормозной колодки, соприкасается с диском эта пластина и трется во время вращения дисков, создавая, может быть, не бешеный, но писк. Для того, чтобы рассказать, что с нами произошло, необходимо вспомнить. Мы решили сменить колодки. Причем тормозные колодки на задних колесах, они по сути своей дольше служат, ежели передние тормозные. Сейчас мы переводим на нейтраль, отпустим тормоз, автомобиль должен откатиться обратно. Он это делает. Мы ставим на ручной тормоз и проверяем. Отлично. Стоит ручной тормоз, удерживает автомобиль от скатывания. Кстати, мы не просто так это все проверяем. Многие скажут, что я никогда не пользуюсь ручником, потому что у меня коробка автомат. Это неправильно, причем в корне неправильно. Именно для коробки автомат очень нужен ручной тормоз, потому что блокировочный штифт, либо еще какое-то устройство натягивается во время скатывания автомобиля на подъеме, и происходят проблемы с включением, предположим, до начала движения на драйв. You stand at the edge of the river, of all of your dreams and desires, and you're looking upstream, but your heart's drifting downstream. You want to run and save it, but you're just too tired.